Нарковойна, она проиграна на самом деле. Наркотики можно достать сейчас одним кликом. Просто заходите в телефон, этих наркомагазинов куча. Я прям видел там, как дети фасуют кокаин. Есть одна девочка, она у нас прыгнула с 3-го этажа, и при этом осталась целой. Как понять, что, например, подросток употребляет? Парень был у нас коканда, говорит, 90% одноклассников употребляют. Молодая самая пациентка сейчас у меня на данный момент в реабилитации, ей 13 лет. Откуда к нам поступают эти все вещества? Вообще Казахстан, Киргизия на данный момент. Сейчас вы по другой мир мне какой-то рассказываете. Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами очередной интересный подкаст на тему, которую, кстати, очень много просили люди в комментариях поговорить. Это тема наркологической зависимости, про мефедрон, соли и про то, как дети превращаются за полгода буквально в овощей. Позвал эксперта Гайрат Намазов, аддиктолог. Добро пожаловать. Спасибо, привет, всем привет. Друзья, кстати, не забывайте лайкать и комментировать видео, потому что оно помогает продвигать, тем более видео такое полезное будет. Наверное, начну с самой жести. Расскажите какой-нибудь такой случай, от которого просто волосы дыбом из вашей практики. Очень многие задают мне такой вопрос. На самом деле у нас каждый день какие-то приключения. Да? У нас сегодня, например, поступил пациент, то есть солевой, да, употреблял альфа-ПВП. Ему кажется, что в него вошла змея, я не знаю, с какой стороны, и он постоянно пытается ее вытащить, то есть нанести себе вред. Разные бывают ситуации, да, иногда бывает, хочет выпрыгнуть, что-то кажется, галлюцинации, бредовые, всякие симптомы. Что ни день, что то приключение у нас, так сказать. Поэтому выделить какой-то прям определенный случай очень тяжело. Да. Сложнее всего, конечно, видеть на молодежь. Сложнее всего видеть молодых девочек, ребят, их родителей. Да, это для меня сложнее всего. Но все равно вот есть же всегда какой-то случай такой, который всегда помнится, такой как кейс, который рассказываешь, например, родителям, и говоришь, вот, ребят, может вот до такого дойти даже. Знаете, на соли они изменили вообще в наркологию в целом. И там действительно происходят очень жуткие вещи. Там настолько у человека меняется сознание, система жизненных ценностей и такие сильные галлюцинации, что он вообще не понимает, что с ним происходит. Поэтому, да, наносили вред себе, очень сильный наносили вред себе, приходилось вести в реанимацию, там вытаскивать людей. Есть одна девочка, она у нас прыгнула с 3-го этажа, и при этом осталась целой. Да, что удивительно, мы даже не знаем, как это произошло. Случаев очень много, я один не могу выделить, к сожалению. Да. Вот вы говорите про соли. Я, на самом деле, до того, как начал изучать это вот для подкаста, да, я слышал, что это такое вообще в целом. И, очень много ходит разных видео людей под солями и так далее. Вот соли, мефедрон, это что-то за новые такие наркотики? Это какие-то синтетические начали делать или как? Да, они уже не новые, да, это синтетические наркотики. Как говорится, начали производить их в Китае. Начали завозить их в Россию под видом соли для ванн. Да, также их называют дизайнерские наркотики, потому что там очень легко менять формулу, что раньше попадало под законодательство. Сейчас законодательство изменили, то есть наркотики и их аналоги уже идут. Это новая синтетика, которая просто разлагает человека со всех сторон по всем его сферам. То есть тот же самый героин, который считался раньше одним из самых сильных наркотиков, да, сейчас на данный момент это, наверное, мои любимые пациенты, потому что они бывают осознанные, с ними можно общаться, они как бы слышат. Соли, туда же входит мефедрон и альфа-ПВП. Да. Соли, они меняют психику человека, а человек, когда голова у него, скажу так просто, да, когда голова не на месте, ему тяжело что-то донести. И там очень долго восстанавливаются люди. Порой бывает безвозвратный. То есть уже настолько сильно поврежден мозг и настолько сильно уже съехала психика, я не буду говорить терминами врачебными, да, что там уже восстановиться очень тяжело. Вот. Человек, употребляющий соль, он разлагается как в социальном плане, так в плане здоровья и в плане духовности, соответственно. Если у героиновых наркоманов, опиоидных, скажем, оставались какие-то определенные принципы, то тот, кто употребляет соль, и там прям мы называем это дно. То есть он прям
с большой скоростью скатывается на дно. Это ложь, вранье, воровство, беспорядочные половые связи. Мгм. Это ну, тут морально просто облик разлагается человека. А как они вообще к этому приходят? Как они пробуют или как сейчас? Раньше, я помню, ну, такие были истории, что были какие-то клубы Мгм. ночные, какая-то ночная жизнь, там всегда давали Мгм. попробовать, потом ты начинаешь как бы больше и Мгм. подсаживают тебя как бы Мгм. на наркотики. А сейчас как это происходит? А, Страшно то, что на данный момент именно мефедрон, он стал очень социальным наркотиком. Мгм. То есть, если, знаете, в наши года для нас социальное вещество было как пиво, водку, и там ребята выходили, прятались, там выпивали, то сейчас это мефедрон. Мефедрон, он довольно-таки хитрый, он менее токсичный, и люди, употребляющие его, сначала не чувствуют какие-то от него последствия. Мгм. То есть, он медленно, но верно начинает уничтожать человека, меняется система жизненных ценностей, меняется настроение, человек уходит в депрессию, он не понимает, что это от вещества у него происходит. И он в моде. Да, мы можем там послушать Моргенштерна или других певцов, которые очень, как бы, как это сказать, Пропагандируют? пропагандируют, да, А, пропагандируют эти вещества. Мефедрон, он опасен тем, то, что он не дает человеку внешнего чувства опьянения, он эйфоретик, то есть он поднимает гормоны счастья в разы просто там в мгм. 500-700%. Человек, ощутив это однажды, он захочет вернуться к этому еще раз. Мгм. Ну, то есть При- он себя чувствует счастливым Очень. или Все как? начинает нравиться, все люди нравятся. Мгм. Там есть также и как психостимулятор работает, плюс энергия есть, да, он Мгм. более общительный. И, например, если парень с какими-то психологическими проблемами, да, с комплексом неполноценности, ну, неуверенностью в себе, употребляет мефедрон, его жизнь, он думает, налаживается, потому что появляется круг общения, появляются девочки, ребята, Мгм. это сопровождается э, грязными сексуальными отношениями, то есть Мгм. ненормальными, которые ему кажутся нормальными. Да, там, также это порнозависимость, то есть морально разлагается человек со всех сторон. Поэтому очень жаль, конечно, что это сейчас в моде. В принципе, молодежь знает, что это такое, да, это не секрет, везде об этом показывают, но каждый думает, что обойдет его это стороной. А как это стало вообще элементом какой-то социализации? То есть это слишком доступно или как? То, что доступно, это уже во всем мире, и, к сожалению, этого не избежать. Да? Когда у нас проходит день борьбы с наркоманией и так далее, я считаю, что это борьба каждого внутри себя. Мгм. Да, хочет он туда приходить или не хочет. Потому что наркотики можно достать сейчас одним кликом. Просто заходите в телефон, этих наркомагазинов куча. Да? Мгм. Я из-за того, что работаю в сфере наркологии, у меня много в записной книжке зависимых людей, и периодически меня добавляют в такого вида чаты или магазины. Да? Там реклама, бонусы, рулетки, там самые Мгм. разные. То есть все для клиента, да, для того, чтобы продать. Также они заинтересованы девочек сажать на эти вещества и дают пробники, дают там бесплатные клады. Там есть целая, знаете, такая организация для продаж, скидки, там, получил, там, купил 5 штук, там, шестая бесплатно, взял 10, у тебя 20% скидки, то есть все для клиента. Также они Ой. же сделали что-то вроде квеста, то есть эти закладки, молодежь, ей интересно, купил, пошел, нашел, знаете, у них там разговоры такие, я там в касание поднял или там Мгм. я не нашел, ну, как бы для молодежи это становится интересно. Типа вовлекают еще их, да? Вовлекают, да. Но есть здесь большой минус, то есть один из больших минусов в том, что раньше, если у торговцев наркотиков были определенные принципы, то есть они не Мгм. давали молодежи, детям и Детям. так далее. Сейчас он просто не видит, кто покупает его закладку. Молодая самая пациентка сейчас у меня на данный момент в реабилитации, ей 13 лет, например, да. То есть она покупает с телефона, берет спокойно, да, и тот же самый торговец, если у него были бы принципы, может быть, он ее бы остановил. Раньше этого не было Мгм. просто. А сейчас все чаще и чаще попадают к там ребята совсем молодые, которые меняются просто за полгода, потому что неокрепшая психика, пробуют сильнейший психостимулятор, и все меняется у них там в жизни. И восстановить их очень тяжело. А какой средний возраст? Средний возраст сейчас у нас 20-25 лет. Ну, то есть это вообще практически, Да, да? 20-25 лет в основном, да. Но порог зависимых, он так расширился на самом деле, потому что если раньше 45 плюс, скажем, были в основном алкоголики, сейчас уже попадают мефедроновые. То есть мужчина с кризисом среднего возраста пробует мефедрон, все у него все начинает сверкать, яркая жизнь, яркие сексуальные отношения. Мгм. То есть, по сути, это грязь для нормального человека, а кто-то в это уходит очень глубоко.
А как люди вообще попадают в это, я не знаю? Вы знаете, раньше считалось, что там какой-то слабый социальный слой общества, да, попадал в Да. зависимость. Сейчас этого нету, нету порога, потому что у нас к нам в клинику обращаются самые разные люди, да, начиная там с Сурхандари, скажем, из какого-нибудь кишлака. Вот у нас девочка приехала, она даже не понимала, что она Мгм. употребляет. Да, мы ей говорим, а что ты употребляла? Она говорит, я не знаю, что-то нюхала, у меня крылья появлялись. Все, она не в курсе. До нее донести вообще, как это работает и так далее. То есть там полное невежество, и там довольно-таки сложно. И по-разному ребята попадают туда. Парень был у нас, Коканда, говорит, 90% одноклассников употребляют. 90, да. На остальные 10, я не знаю, может быть, девочки, может быть, еще что-то. Обстановка довольно-таки острая, горячая, ну и проблемная. Ну, они друг друга, получается, что ли, как бы Коне- подсаживают, а, да? Или есть какие-то конкретные схемы, там, как и- раньше это было условно? Я не думаю, что есть какие-то схемы, один передал другому Мгм. и так далее. Да? То есть мальчик учится в школе, боится домой прийти с перегаром, например, да, Мгм. и ему говорят, попробуй вот это, там вреда нет, и будет все нормально. Он пробует, и все, ему нравится. И там от спиртного у него может быть похмельный синдром, может быть плохо, от мефедрона он поначалу этого чувствовать не будет. Мгм. У мефедрона есть специфический запах. Мы, специалисты, знаем это, и недавно, прогуливаясь за фондом форума, там, знаете, фонтанчики есть, молодежь сидит на гитаре играет. Этот запах просто стоит. Он стоит на свежем воздухе, его чувствуется. То есть молодежь вся под этим веществом, все употребляют. Ну и, к сожалению, будут последствия. Вот я, например, в городе, не знаю, может быть, я редко где-то хожу и так далее, не замечал Мгм. прямо людей таких вот, знаете, где-нибудь в городах других стран, Мгм. там прям видно, идет чувак, и Мгм. он под чем-то точно, Мгм. или и так далее, или какие-нибудь особенно музыкальные Мгм. фестивали. Мгм. Но у нас как будто это как-то, не знаю, в тени или скрыто, или я как бы не в том мире живу. Да, ну, возможно, вы в таком обществе находитесь просто, да, а Ага. я работаю в этой сфере, и мне видно по-другому. Как-то меня 2 года назад пригласили в одно заведение, в ночное, да, я там сразу определял, Мгм. кто под чем, например, я сразу видел, как бы мне было заметно. Дело в том, то, что соли, они очень бьют на социальную сферу. Социальная сфера подразумевает собой в конце изоляцию. Они начинают изолироваться и начинают употреблять это в квартирах, как они называют, базы там, и так далее, да. И там это все и происходит, поэтому мы не видим, да. Мгм. То есть альфа-ПВП, да, та же самая скорость или соль ее по-разному называют. Человек 1 на 1, все, он там употребляет, он там со своими галлюцинациями, бред у него там и так далее. Это уже конечная стадия, да, такая? Ну, одна из, да. У всех по-разному он действует. И мефедрон – это вот эти вписки, знаете, в квартирах, они там собираются 5 Мгм. девочек, 5 мужиков, у них там начинается извращение и так далее. То есть это тоже довольно-таки развито сейчас у нас, вот такие сообщества есть. Мгм. А это именно какие-то ребята, ну, как говорится, бездельники, или это очень часто Нет. наоборот? Потому что я слышал, что люди иногда, они такую двойную жизнь начинают Мгм. вести в плане того, что вот он может быть там днем какой-нибудь руководитель или даже Мгм. айтишник, Да. да, там в Мгм. белой рубашечке и достаточно умный, Мгм. а, например, там вторая его жизнь — это вот Да. такая история. Самое разное слой общества. Очень часто именно люди, употребляющие скорость, к нам попадают айтишники. То есть, Скорость. да, ему нужна работоспособность, это Ага. психостимулятор. Он действительно, употребив его, он не будет там по 3-5 дней спать, кушать, пить и так далее. Да? И поначалу он дает какой-то ему там прилив энергии и прилив его мозговой деятельности. И много из IT-индустрии людей, а так самые разные. У нас есть врачи, у нас есть, м, я не знаю, в государственных структурах работает, у нас там был замминистра, у нас есть бизнесмены, имеют кирпичные заводы и так далее. Самые разные люди, самые А вот разные. такие люди, именно, ну, из профессионального, грубо говоря, сообщества, общества, а они как к этому приходят? Ну, кроме работоспособности, Мгм. например, им что уже там в жизни не хватает новых ощущений или как? Ну, для меня это, наверное, духовный вакуум все-таки, да, у кого-то образовывается. Ага. Мы отмечаем вообще 3 причины, да, когда человек приходит к употреблению. Дисфункциональная семья, да, какие-то травмы, обиды из детства, может быть, Мгм. неполноценная семья. Но это в основном, так сказать, 15-20 лет, Мгм. да. Окружающая среда имеет немаловажный фактор. То есть, если все вокруг употребляют, рано или поздно человек, скорее всего, употребит.
Генетическая предрасположенность тоже дает буквально 60%. Именно предрасположенности. Не факт, что он будет употреблять, но если возможно, в его семье, скажем, прадедушка какое-то проявлял аддиктивное поведение, то есть употреблял алкоголь, да, это может проявиться на его правнуке, который будет употреблять мефедрон. А как это работает? На генетическом уровне это именно... Реально вот там зависимость и наркомания какая-то, она может передаваться по генам? Ну, так считают специалисты, да. Так считают специалисты. Конечно же, я не генетик, я точно наверняка не могу сказать, но отмечают такое. Не факт, что он будет, но расположенность есть. Просто мне кажется, на самом деле, что это такой больше элемент социализации, что ли, и так далее, потому что, ну, у нас в обществе, сами знаете, за все стыдно, что-то сами себе люди запрещают, они запрещают себе, там, не знаю, как-то выражаться, еще что-то, и вот такие вещи, они, наверное, больше помогают как бы раскрепоститься, да, и Это всё поэтому есть, они да. начинают эту всю историю. Да, это все есть, но опять-таки это все упирается в психологические проблемы, да. А если мы вернемся к генетической предрасположенности, есть люди, которые могут употреблять алкоголь, например, там раз в неделю, да, или раз в месяц, а есть, которые не могут, и которые в запой уходят. Да, здесь то же самое. Есть люди, которые, употребив, возможно, как-то там социализируются, есть, которые на дно прям уходят очень быстро. Но это было со старыми видами наркотиков. Сейчас новой соли, конечно же, там очень тяжело как-то оставаться на плаву, социализироваться. Ну, знаете, там год-два максимум. Это если он употребляет мефедрон. Если он употребляет соли, я думаю, там на месяца уже сроки идут. Вот, конечно же, все идет от психологических проблем определенных, от тех чувств, которые человек не хочет проживать, он хочет уйти от реальности, да, путем вот психоактивных веществ там, в короткий срок. А вот самый такой уязвимый слой — это вот подростки и молодежь. Да. Вот как понять, что, например, подросток употребляет? Потому что вот, ну, у него же есть родители все равно, да, которые, ну, и наверняка нас, наверное, много будет смотреть родителей. Как понять, что есть какие-то признаки начальные? Потому что, ну, Да. подростки умеют, на самом деле, скрывать. Да, в первую очередь это поведенческие признаки, потому что человек, начинающий употреблять наркотики, он меняется в поведении кардинально. Он становится более скрытный, он становится закрытый. Порой он может быть чересчур замедленный или перевозбужденный, ночами не спит, а бывает, что сутками напролет спит, его не разбудишь, деньги непонятно куда уходят, постоянно отходит, чтобы поговорить по телефону. То есть, если раньше этого не было, здесь вдруг он становится другой. Многие родители не понимают, что происходит с их ребенком. Да? Потом, когда он, знаете, начинает пугаться, что там из стен кто-то на него лезет и так далее, для родителей это вообще страшно. Но это в дальнейшем. Там, Это, мне кажется, уже прям для слишком, да, такое? галлюцинации. Нет, скорость вот этой соли, они вызывают буквально там за месяц, за два уже такие галлюцинации, там очень быстро происходит. А мефедрон, он тихо-тихо разлагает человека, так незаметно, знаете, меняется человек, его настроение. Там раньше он не обманывал, начал обманывать, начал там скрывать, ночами пропадать. Непонятные люди звонят. Надо обратить внимание просто на это. Я всегда призываю всех, что если есть какие-то поведенческие признаки, тестируйте своих родных. Здесь ничего такого нет. Я считаю, что в наше время тестирование – это проявление любви и заботы к своему близкому. И так как проблема наркомании довольно-таки актуальна сейчас у нас, тестировать надо всех. А что значит тестировать? Есть определенные тесты, они на мочу, которые показывают сразу 10 веществ. Там 10-12 да, веществ. И если человек употреблял, будь это таблетки, героин, трава, да, марихуана или соли, это все покажет. А за это потом никакой ответственности нет? Это все анонимно, у нас лечение анонимно, у нас профилактика лечения в Узбекистане в целом по закону анонимно. Поэтому нету, да. А если более конкретно, просто вот то, что вы перечислили, там, отходит по телефону, Да. там, врет и так далее, но это очень часто люди делают, ну, конкретно дети делают, и без, как бы, наркотиков. А какие-то явные есть проявления, что, ну, кажется, что он попал не туда, например? Поведенческие признаки уже должны как бы поднимать небольшую тревогу, да. Но каждый подросток, конечно, индивидуален, и у многих может это проявляться просто как, знаете, девиантное поведение Ну да, какое-нибудь там. особенно там в пубертат какой-нибудь. Да. Есть признаки определенные, но у каждого вещества они разные. Например, героиновые, опиоидные, да, зависимые, у них зрачок в точку сразу. То есть, если он у нас там одного размера, здесь он прям сужается в точку. Когда он под наркотиками или в веществами. обычной жизни? Ну,
эффект от опиоидов, он довольно-таки долгий. То есть, если он употребил, он будет под этим эффектом находиться 5-8 часов. Да? И в его глазах это будет проявляться в любом случае. Он будет замедленный, он будет чесаться, его речь изменится. Да? Это если про опиоиды, мы называем их медленные наркотики. Новая синтетика, мы называем их быстрыми наркотиками, потому что это психостимуляторы, он становится чуть-чуть быстрее, чем он был до этого. Он много говорит, он может быть чересчур быть добрым. Да? Но опять-таки, это все поведенческие признаки. Знаете, сейчас уколы в венах и так далее искать не нужно. Если раньше считалось, что если человек там колет себе вену, что все, он уже, как говорили в народе, конченый, да, сейчас такого понятия нет. Сейчас, если он употребляет соли, то все. А соли употреблять можно по-разному. Их можно нюхать, пить, курить, колоть, то есть как в душе угодно, да, китайцы сделали, здесь вообще без проблем. Самый распространенный способ какой? Курит в основном. Курят? Да, курит. Меф курит? Нет, или как? меф не курит. Мефедрон нюхают. Нюхают. Да, мефедрон тоже вот это, знаете, своеобразная игра. Там люди насмотрелись лицо со шрамом, где он там постоянно ходит. И вот нюхают. Мефедрон течет нос обычно. Если обильно, сильно течет нос, постоянно пользуется каплями, да, это может быть признак того, что он употребляет мефедрон. Но опять-таки, может, у него просто насморк. Вот здесь ничего такого. Для профилактики тестировать нужно всех, здесь ничего такого страшного нет. Порой к нам приходит молодежь. Вот девочка недавно пришла, чисто аддиктивное поведение, она еще не употребляет наркотики, но она уже к этому идет, потому что зависимость как болезнь, она проявляется в дефектах характера. Человек становится эгоистичный, эгоцентричный, безответственный, у него постоянно прокрастинация, он дает обещания, то есть он врет постоянно. То есть вот это все в целом дает, здесь не про употребление, да, здесь именно про болезнь зависимость, это дефекты нашего характера, и с ними надо работать. А сколько проблем сейчас как бы весомое стало именно вот там для школьников, университетских и так далее? Вообще, как бы я не устаю говорить, что нарковойна, она проиграна на самом деле, да, потому что невозможно это все остановить. Это уже все прекурсоры, химикаты, это все производится уже локально. Если раньше это был импорт, сейчас это производится уже здесь кустарным способом и так далее. Любой, знаете, парень, который изучал физику, химию в школе, наверное, с помощью инструкций, там может, также они дают инструкции. То есть это целая корпорация, которая обучает людей и готовить, и перевозить, и закладывать там, и так далее. Да. Это все довольно-таки у них там налажено. Во всем мире это есть, и к нам это пришло. И наша задача максимально просвещать ребят, да, занимать их полезной деятельностью, говорить об этом, что мы сейчас с вами и делаем. Потому что по-другому предостеречь, очень тяжело. А вот в школах, в институтах, может быть, от государства какие-то тесты проводятся периодически К или нет? сожалению, это идет как нарушение, да, прав. Если человек не хочет сдавать тест, мы не можем его заставить. Есть школы, которые обращались к нам и проводили им тестирование, опять-таки с разрешения родителей. Очень часто ребята обижаются, как вы могли подумать обо мне такое. Да? Мы им объясняем, что мы ничего о тебе не думаем, но время такое, и так как мы за тебя беспокоимся, и твои родители тебя любят, мы хотим как бы протестировать. Проблема есть в школах, да, у нас есть ребята из центровых школ, у нас есть ребята с областей, она есть. В институте тем более, конечно же. Я просто считаю, что каждое учебное заведение, наверное, не хочет это раскрывать. Поэтому так. Ну, вот всегда считалось, что эта болезнь, она для богатых детей, богатых Да. родителей, и то, что вот это обычно тогда, когда семья благополучная, есть деньги и так далее. Это сейчас до сих пор так осталось или нет? Сейчас на любой кошелек. Да. Сейчас на любой кошелек, то есть, если вы приходите, там дозировка, скажем, определенное количество стоит там в районе 1 000 000, вы можете взять на ту сумму, которая вам удобна. Газировка — это тоже наркотик, так называется, да? Нет, доза. А, доза? Дозировка. А, Да. дозировка. Да, дозировка. Ага. Там, скажем, если грамм опия стоит, например, 1 000 000, вы можете взять одну дозу за 200 000. То есть встретились 2 школьника, скинулись по 100 000, и уже с помощью телефона могут пойти и взять. Ужас. Сейчас так, как бы, да. А вот родители, которые тесты делают все-таки своих детей, вот если тест положительный, вот какая у них первая реакция? Очень часто не принимают. У нас
как бы вообще в силу менталитета и так далее очень сильно прячут эти моменты, очень сильно занимаются самолечением, отвозят к разным табибам и так далее. До наркологии дойти считается позором. Мгм. Хотя наркологи, они анонимные у нас, в принципе, они ничего не теряют. Но каждый считает, что его ребенок не такой, как там, те ребята, которые у нас лежат. У них работает система вот, отрицания, да, проблемы самой. Есть родители, которые готовы принять, да, но в основном, конечно, до принятия там довольно-таки тяжело. Никто не воспринимает, что зависимость – это заболевание, это именно болезнь. Все думают, что это слабость, что это эгоизм или что это какая-то проблемная семья, что оттуда... Так было принято у нас там в эсерское Мгм. время Мгм. или раньше. Поэтому у нас очень часто прячут это. Но когда уже не остается выхода, когда уже у нас все очень тяжело, да, и плачевно уже почти вот, они в конце концов возвращаются. Вот если в семье вот такой ребенок появляется, да, Мгм. условно, или подросток, или, не знаю, Мгм. может, повзрослее, у них потом что меняется, как это все происходит? Ну, просто раньше, помните, говорили там про то, что если там есть наркоман в семье, то он Мгм. все начинает выносить, все начинает Да, продавать, еще все что-то. так же, да. Все так же Все сейчас так до же, сих пор? конечно. Вы знаете, тот же самый мефедрон, его можно употреблять без конца, без остановки. Мгм. Там до передозировки дойти очень тяжело. И сколько будет денег у человека, он настолько будет брать и употреблять. Героин, тот же самый опиоид, там можно получить передозировку смертельного характера. Да? То есть он употребил, ему на день хватает. Мефедрон, соли он будет употреблять. В конце его мозг будет уже настолько отравлен, что он уже не будет понимать, что вообще там происходит, но будет без остановки это все делать. И это все сопровождается тем, что он значит, сначала тратит свои деньги, потом входит в долги, потом начинает воровать. Ребята, которые к нам попадают в центр, первым делом, что мы им говорим, напиши свои долги. И Мгм. там такие долги у них просто, знаете, когда человеку что-то хочется употребить, найти, он любые деньги найдет где угодно. Любую историю, скорее Да, всего, придумает, тем да? более сейчас микрокредиты, которые даются, там, знаете, вот TBC банков и так далее, у каждого как минимально есть по одному кредиту. Они не думают о завтрашнем дне, потому что безответственность, куча телефонов, там расписок и так далее, это все есть. А у них вот подозировка, она повышается с каждым разом, вот эти вот быстрые Да, наркотики да. или как? Очень Вот. высокая толерантность. Вообще, обычно, когда человек приходит к солям, он начинает Мгм. употреблять мефедрон. Мефедрон имеет очень высокую толерантность. То есть, если поначалу, скажем, грамм ему хватает на день, да, в целом, то потом он ему хватать начинает на двое суток. Мгм. А потом просто он его в себя приводит, вот состояние абстиненции его, похмелья выводит, но как такового уже эффекта старого не дает. Мгм. Уже нос настолько сожжен, там все в болячках, что уже ни в что не впитывается у него в кровь. И потом люди приходят уже к скорости, да, к более тяжелой категории солей. Некоторые наоборот, каждому свое, так сказать. Мгм. Вот. У нас есть ребята, таксисты, например, они употребляли скорость, чтобы таксовать без остановки, не спать. Да? Они там худеют на 20 килограмм буквально за месяц. Там очень сильно человек высыхает прямо на глазах. Вот. Поэтому у всех по-разному, кто что выбирает. Сейчас как будто другой мир мне какой-то Да. рассказываете вообще. А вот вы сказали то, что в носу начинают повреждения быть. Мгм. Вообще какие-то физические признаки Да, можно да. определить? Физические признаки, если человек употребляет именно скорость соли, он Мгм. очень сильно начинает худеть. Мгм. Резко и очень сильно. Очень часто ко мне приходят люди и думают, что их близкий сошел с ума. Вдруг за месяц он похудел, вдруг у него бредовые расстройства, галлюцинации, они не могут понять, что с ним происходит. В силу там, нашего менталитета многие думают, что там вселился в него кто-то, знаете, начинает приходить, читать, Мгм. и как бы не откажешь, приходится это все, за этим всем наблюдать. То есть там человек выглядит как шизофреник просто, да, и это страшно на самом деле. Там определить довольно-таки быстро и легко. М. Вот, да. Мефедрон не худеют так сильно люди, там в основном начинаются социальные проблемы больше. А вот физически у него насморк постоянно, у него Да, можно посмотреть, что у него что-то произошло с носом там или еще да, да, что-то? если пойти к вору, конечно же, это Просто все. если помните, раньше там руки смотрели всегда, Да. вены смотрели, руки Мефедрон смотрели. можно колоть тоже, да, но они там инсулинкой его колят, там как таковой его не увидишь. Просто дело в том, что зависимые люди, они очень хорошо выходят из любой ситуации. Ну да, они... Они начинают, как вы могли подумать, у меня насморк, у меня аллергия, они найдут 1000 причин. Мгм. Поэтому довольно-таки тяжело определить. Да, расширенные зрачки, когда человек употребляет мефедрон. Да, он немножечко... Знаете, обычно в семье, где, скажем, там муж приходил домой, вечно угрюмый, уставший,
ничего ему не нравилось, вдруг начинает употреблять мефедрон, он приходит на позитиве. Он просто добрый, он начинает всем помогать, он начинает спать со своей женой, и тогда и все, наоборот, радуются, все не понимают, да, что, классно, он изменился в лучшую сторону. Но как идет подъем, так же идет и резкий спад потом. Да, человек уходит в депрессию тихо-тихо. И мефедрон очень тяжело понять, что именно вот проблема с мефедроном. Там, обычно на это показывают долги, круг общения, или все равно человек чувствует, когда вот обман вокруг. И обычно у нас жены или матери заходят в телефон, и там уже все выявляется. Плюс тестирование. А вот тестирование, его можно делать как-то анонимно, ну, чтобы, например, ребенок об этом не знал? Типа какая-то стандартная проверка, не знаю, в школу сдать, еще куда-то сдать? К сожалению, это очень так не тяжело работает? это сделать, потому что, опять-таки, если зависимый человек знает, что его ведут тестировать, он запасется, например, там, мочой друга или ребенка. У нас был случай, где парень постоянно брал мочу у своего там 2-летнего ребенка и ее сдавал. Поэтому, если к нам приходят люди, чтобы сдать тест, мы заходим с ними в туалет с их разрешения, конечно, и под наблюдением врача мы смотрим, как он сдает его. И только потом мы можем говорить. А так, если чужая моча или, знаете, откуда-то он ее принес, там сложно, конечно. А какой период вот есть или какое-то окно, когда Да. видно, а когда не видно? У каждого вещества по-разному. Дольше всего держится марихуана. Мгм. Дольше всего. Это сколько дней? Она может, это от обмена веществ зависит, она может до 2 месяцев. Мгм. Да. У нас есть организации довольно-таки крупные в Узбекистане, которые проводят тестирование. Также есть организации, которые проводят тестирование не всему персоналу, а только водительскому, да, вот кто возит. Есть по безопасности. У нас есть довольно-таки сейчас пользуются ребятами тестами. То есть какие-то частные компании могут своих сотрудников Да, проверять, да. и Там вот это... недавно приехала одна компания, проверили полностью всех сотрудников Мгм. от и до, да, у многих вышло. Ну, кто чего употреблял там. А они это для чего делают? Для себя это. Это Для их себя? политика компании, Мгм. да. В основном это какие-то совместные предприятия иностранные бывают, потому что в мире уже это давно. Ту же Россию взять, там ГАИ просто останавливает машину, если у него есть подозрение, он просит вас пройти и в баночку пописить. Мгм. Вот у нас это очень тяжело пока. Но мы к этому идем, да. А почему у нас нет каких-то регуляторных штук, когда, ну, проблема на самом деле супер актуальная стала? Да, мы сейчас занимаемся вот вопросом вот этим, ну, пока сложно. Пока сложно, но ввести бы в обязательный характер тестирования, особенно для ГАИ, было бы здорово прям. Мгм. А как работаете именно вот со стыдом родителя? Мгм. Вот он когда узнал, туда немножко вернемся, Мгм. о том, что, ну, его ребенок зависимый, Мгм. или его там брат, родственник, сват, он зависимый. Мгм. Ну, у нас реально же менталитет такой, что, Да. блин, что соседи скажут, а что Мгм. подумают и Мгм. так далее. Вот вы как работаете с ними обычно? Когда попадает к нам пациент в реабилитацию, у нас есть отдельные группы для созависимых, то есть для родственников наших пациентов. В первую очередь на этих группах они видят, что они не одни такие. Мгм. Потому что человек, когда закрывается, он думает, что у него одного такая проблема, и что самое худшее у него. Но когда он видит группу поддержки тех родителей, которые это прошли, которые работают над собой, меняются, им становится уже легче. Им становится уже легче принять это. Когда они принимают это, мы работаем с ними по программе созависимости. То есть, как работает вообще проблема зависимости? Когда в семье зависимый человек, время как будто бы останавливается. Все начинают жить его жизнью. Да, кстати. Это неправильно, потому что его эгоистичная сторона будет подпитываться этим наоборот. У нас есть понятие жесткая любовь. То есть, сынок, я тебя люблю, но умереть я тебе не дам, я сделаю для этого все. Когда он нас начинает поддерживать, у нас там еду начинает привозить в реабилитацию, понимаете? То есть человек пользуется, наоборот, своей плохой частью. Да? Мы обычно, я когда с зависимыми людьми общаюсь, я обычно делю их на два. То есть, скажем, Игорь хороший, которого я уважаю, а есть его больная часть. И с его больной частью я буду работать, а с Игорем я буду общаться. И ребятам нашим я очень часто говорю, ты, конечно, меня извини, я уважаю тебя как личность, но с твоей больной частью я не буду разговаривать, тебе нужно заниматься, это делать, это писать. Здесь то же самое. Созависимый должен работать над собой, над своим состоянием, над своими переживаниями, потому что у них додумки постоянно. Знаете, у нас есть одна мать, которая постоянно хочет спасать своего сына. Она настолько привыкла уже его спасать, что даже сейчас, когда он меняется, он уже у нас волонтерит, он действительно молодец, большой путь прошел,
она постоянно ищет повод, где он употребляет. У Мгм. нее уже какая-то в силу привычки произошло, да, и она этим его, наоборот, провоцирует, она его триггерит постоянно за прошлые его ошибки какие-то, и она над собой просто не работает, да, и это очень плохо, потому что человек, когда начинает работать по программе созависимости, когда начинает работать над собой, как минимум повышается качество ее жизни. Вот. И очень важно, чтобы когда в семье есть зависимый человек, чтобы работали обе стороны. А у нас получается наоборот. Он наркоман, у меня проблем нет. Мгм. Так проблема исходит от вас. Проблема исходит откуда-то оттуда, где-то там у вас в семье механизмы неправильно работают, то, что ваш сын как бы употребляет. Мгм. Он от чего-то бежит, и нам нужно докопаться от чего. Ну, это сложно сделать. Как бы часто бывает, что реально механизм какой-то в семье не работает, потому что иногда я вижу, что семья вроде бы хорошая, Да. все хорошо получается, они умеют Мгм. общаться друг с другом, довольно-таки современные, и там вроде бы, ну, не видно того, что семья виновата или какая-то среда, в которой он Мгм. вырос, виновата. Это же как бы не всегда так. Вы знаете, стержень вообще болезненной зависимости – это эгоцентризм. То есть, я самый умный, вы все неправы, я все делаю там ради себя и так далее. Да? Очень часто ребята сами создают себе обиды, но нужно докопаться до них, чтобы их проработать. Вот у нас один парень был, Мгм. он там рос в центре города, все его друзья были из очень обеспеченных семей, а у него отец был человеком науки, скромным. И он сам создал себе обиду на своего отца, почему ты не такой, как они, да, Мгм. и начал смотреть на ту сторону, где ребята употребляли. Вот, и когда мы это проработали, да, когда мы нашли истинную причину, почему он туда пришел и начал это все делать, у нас получилось добиться какого-то результата. А, Верхушка того, да, что происходит в семьях, мы на нее очень не обращаем внимания, потому что это вам так кажется, что там семья вроде бы нормальная, и все стена. Ну А что да. там внутри, никто не знает. У нас есть один парень, у которого отец просто, ну, по нашим понятиям, абьюзер, да, который это запрещает, то запрещает. И одежду он его рвал, и там, и все ему Мне запрещал. кажется, таких Да, очень а много. снаружи посмотрите, очень хорошая, приличная, порядочная семья. И парень уже не выдерживал этого контроля дома, просто он начал сбегать из дома, а в дальнейшем ее употреблять, потому что связался там с плохой Мгм. компанией. Поэтому основная причина, она в основном всегда в семье. Там так. Ну, говорят же, там, когда ты что-то очень сильно запрещаешь, Мгм, гиперконтролишь и так мгм, далее, это, мгм. наоборот, как бы провоцирует. А вот как родитель должен себя вести, на самом деле, чтобы Я, вот щ- я, снизить риски? я считаю, побольше общаться со своим ребенком. Мгм. Я скажу о себе, я своим детям стараюсь ничего не запрещать. Я могу делиться с ними опытом. Знаешь, что сынок у меня было вот так вот, и это были какие-то последствия. Да? И мы с ним договариваемся о чем-либо. Мгм. У моих детей есть обязательство это ходить в школу и на спорт. Мгм. Да, а все остальное я готов с ними обсуждать. И мы обсуждаем с ними довольно-таки разные темы, да, это все в открытую происходит, у нас нету секретов, и я считаю, что нужно так. Да, я, Мгм. конечно, не пример, да, но больше общайтесь, больше, чтобы дети вам доверяли. Мгм. А вот это понятие, посмотри, там, у Азамата лучше получается, чем у тебя, или да как ты можешь, ты вообще там бездарь, и постоянно ставить запреты без объяснения, да, конечно же, ну, это деструктивно немножечко. Ну, вы сейчас прям 90% Да, да. взаимоотношений прям Мгм. рассказали. А вы сказали, что какой-то личный опыт был, у вас какой-то личный опыт был, связанный с вашей профессией? Ну, как бы семья когда-то столкнулась с проблемой зависимости, Мгм. да, и я после этого ушел в эту сферу. Мгм. Я пока не раскрываю полностью, что там как было, да, Ну, но просто обычно, на самом да, деле, люди начинают заниматься чем-то профессионально и да. тоже из-за какого-то стимула, Вообще, поэтому. в целом, аддиктологи – это люди с опытом, да, которых затронула проблема зависимости, которые знают эту проблему изнутри, и потом уже свои знания и опыт отдают в дальнейшем. А а вот вы сказали то, что, родители начинают, когда узнают, что, например, человек зависимый, их Мгм. ребенок там, они начинают там гипер его опекать, Мгм. много Мгм. внимания и так далее. Мгм. А как должен он себя вести обычно? Здесь, как бы, знаете, вот человек должен работать над собой в первую очередь, да, Это это как с его жизнь. психологом или сам, или просто жить свою жизнь дальше? Как это делать? Вообще есть у нас группа самопомощи, да, по Мгм. 12-шаговой программе. Они у нас проходят. Есть на сквере, есть в Костле, да, куда ребята могут прийти за помощью, работать над собой и менять свою жизнь, да, оставаться трезвыми. Также есть реабилитации.
Но все упирается, конечно же, в психологию. Мгм. То есть мы работаем по 12-шаговой программе, но параллельно с ребятами работают наши психологи, гештальт-терапевты, КПТ-терапевты, там, общесемейные психологи. Здесь все в целом. Наша задача обучить парня работать со своими чувствами. То есть он попадает к нам в реабилитацию, мы показываем ему другой мир, да, не тот деструктив, который у него был в голове, не те понятия, да, и обучаем его в дальнейшем работать со своими чувствами. Мгм. Потому что если человек не умеет работать со своими чувствами, если у него плохой день, он идет употреблять. Если у него хороший день, он идет употреблять. Да, там в реабилитации им приходится проживать эти чувства, делать новые выводы, новые какие-то Мгм. дороги, у них пути открываются в голове. Потому что все мы знаем, что у каждого из нас, у многих развитие идет через определенный кризис или боль в нашей жизни. Мгм. То есть случилось что-то, мы это прошли, у нас открылись новые дороги. Здесь то же самое. Мы создаем им микросоциум маленький и взращиваем их, да, с духовной, моральной, ну, по всем сферам мы их там взращиваем и обучаем По сути, вы как бы меняете у него среду и меняете полностью. привычки, потому что это Полностью. же как бы формируется на самом. А вот зависимости, как раз вот туда, если мы пришли уже, они все по одному механизму работают или нет? Или, например, ну, есть же очень много, лудомания есть, Да, например, там да. наркозависимость, есть там даже вот от соцсетей зависимость, Мгм. дофаминовая какая-то. Самые актуальные сейчас зависимости наркомания, алкоголизм, лудомания и в последнее время РПП, расстройство пищевого поведения. Э, Это У что? нас заедают чувства. Заедают чувства у всех по-разному. Кто-то начинает очень сильно Мгм. толстеть, а кто-то начинает рвать. То есть он поел, пошел, 2 пальца в рот и вырвал. В конце уже у него как рефлекс. Он поел, пошел, вырвал. Да, это отражается на здоровье, на почках и так далее. Мгм. Это довольно-таки актуальная проблема у девочек. Люди не понимают, типа, ну иди сядь на диету, да, или хорош жрать, да, там говорят. Мгм. А они заедают чувства, они не могут остановиться. И когда им делают такие упреки, им становится еще хуже. Так же, как алкоголику, знаете, он сидит, пьет, да, ты слабак, ты не можешь справиться и так далее. А у алкоголика самое сильное чувство – это стыд. Он его Мгм. просто прячет. И когда туда бьют постоянно, ему еще сложнее. Механизм работы зависимости один. Это все основано на чувствах. Где-то они заедают чувства, где-то они, вот, например, э, тот же самый уход от реальности. Он даже когда в ставке играет в игру, да, у него перепады вот эти по чувствам, Мгм. да, то серотонин вырабатывается сильно, то наоборот упадок идет. Также сопровождается ложь, вранье, долги и так далее. То есть лудомания, алкоголизм, наркомания как бы в целом одно. РПП уже чуть посложнее, там уже больше присутствие психиатрии идет, потому что там нужно корректировать сначала медикаментозно. Мгм. Но очень актуальная тема. В целом, наркология, помимо того, что мы работаем с наркозависимыми, очень тяжело работать с созависимыми. Но все это сейчас у нас есть, как есть международные группы, так же и у нас в клинике они проходят. Сейчас мы хотим ввести группы для ВДА. ВДА – это взрослые дети Мгм. алкоголиков. Мгм. То есть работают с родственниками, работают с зависимыми, а с детьми никто не работает. А они остаются именно вот этим пораженным, да, вот слоем. Это люди употребляют, это сопровождается скандалами, это сопровождается криками, и все это отражается на ребенке. И с детьми очень важно работать, потому что очень часто, когда они вырастают, это вырастают травматики психологического характера, и ну, уже это поколение следующее. А почему вот по-разному на самом деле дети реагируют на такое? Ну вот очень часто вы же слышали, например, что вот отец был алкоголик или Мгм. там наркоман, и Мгм. вот одни дети, они повторяют судьбу, а Мгм. другие, наоборот, никогда я в жизни не пью, Да. никогда это, Мгм. этот механизм как работает? Он зависит от самого человека или от среды, в которой он там был? Вообще, знаете, здесь очень важно психологическое качество жизни человека. Если М. человек вырос на обидах там, на своего отца, который был алкоголиком и который не пьет, да, то, возможно, у него есть какие-то другие психологические проблемы. А возможно, он вообще жену находит, у которой проблема с алкоголем. Мгм. Да, очень часто вот такое происходит в нашей практике. Потому что он видел, например, парень видел мать алкоголичку, да, которая Мгм. пьет постоянно, и он подсознательно выбирает себе в дальнейшем такую же жену. Почему? Очень так происходит просто, Ну, потому что это он, как бы он видит женщину, которая употребляет алкоголь, например, и подсознательно там видит свою мать, да, как мгм. бы, и начинает к ней привыкать и ввязывается в эти отношения. Также бывает очень часто, они там спасали своих родных и близких, да, с одного там девушка развивается зависимым человеком, находит себе другого зависимого человека, Да, кстати, да, очень часто такое притягивает бывает, очень кстати. часто, потому что она не меняет свой психологический формат, да, жизни и человека и переходит к другим таким же токсичным отношениям.
А вот у кого, например, там у родителей или родственников был такой вот кейс и была такая проблема, им как вообще надо действовать и как жить, чтобы вот на самом деле не попасть в эту опять ловушку там за отношений? Если я правильно понял, вот у меня есть один парень, у которого вся семья зависимая, вся вот эта цепочка идет. И я считаю, что на генетическом уровне ему надо поставить стоп. Что И значит? я ему говорю, вот если ты перестанешь в своей семье употреблять, в твоей семье это остановится просто-напросто. Потому что у него дедушка, отец, дядя, братья все, да, и нужно кому-то ставить стоп, да, и нужно кому-то себя проработать полностью. Это более, знаете, на духовном уровне, наверное. Такое есть психологическое биополе у нас понятие. Да, когда человек меняется, с одной стороны, параллельно, если человек работает над собой, он тоже начинает меняться. И очень часто вот нужно кому-то ставить стоп в семье, чтобы в дальнейшем это не выходило. Но стоп не просто на зубах, ты там перестал там, употреблять алкоголь или наркотики, а проработать причину саму, найти истину, поменять свой образ жизни, поменять себя как личность, да, и идти дальше придерживаться своих принципов. Ну, вот смотрите, механизм зависимости, я так понял, он происходит следующим образом. Человек сделал какое-то действие, он потом получил это гормональное какое-то вознаграждение, и вот он чем больше вот это действие, ну, типа стимул действия вознаграждения, стимул действия вознаграждения, и у него формируется зависимость от этого процесса, Системы. и, соответственно, он потом становится зависимым или там наркоманом, или еще кем-то. А лечение как происходит? Вот эту цепочку нужно сломать или как? Нет, то есть идет систематическое употребление, да, потом идут потери. Финансовые потери, потери здоровья. Вот ко мне приходят алкоголики, знаете, он там на ногах не стоит, у него сахарный диабет, у него уже все органы, ну, он вообще не признает. Он говорит, нет, это не от алкоголя. Я вообще независимый. А потери уже есть. Вообще тяжелее всего достучаться до алкоголика. Тяжелее всего они вообще не признают о том, что у них есть проблемы. Семью потеряли, жена ушла и так далее. Они все скидывают это на всех вокруг, но не на себя. Вот, то есть от систематического употребления каких-либо веществ идет ущерб. Финансовый, организму, социальный, то есть самый разный. Ну да, понятно. Да, если идет ущерб, и человек не останавливается, значит, уже сформировалась зависимость. Да, зависимость есть как физическая, так и психологическая. Физическую зависимость снять довольно-таки легко. Физически вы имеете в виду от гормональной вот этого эйфории? Ломка. Ломку. Ломка, абстинентный синдром, похмелье. То есть там легко с помощью там, врачей, наркологов, психиатров медикаментозным способом за 10 дней можно вывести из любого состояния практически. Но потом уже начинается психологическая работа, это реабилитация. И она долгосрочная. Да? У нас реабилитация, курс реабилитации от 6 месяцев. Чтобы поменять видение человека, чтобы его нейронные связи срослись по-другому, нужно время. Вопрос, на самом деле, был немножечко в другом. Вот из этой цепочки стимул, действие, вознаграждение, лечение, оно с чего начинается? Вот вы сначала убираете все стимулы у человека, или вы сначала стараетесь уменьшить вот это вознаграждение, которое есть? А, по-моему, это был доктор Живаго, не помните? Нет. Он был зависимый, и из-за того, что он сам был врачом, у него был как бы к морфию... Морфий называется, морфий рассказ сам называется, морфий. Да? Он был врачом, да. Да, подсел на морфий. Подсел, сам того не замечая, да. Да, и потом жена его вылечила. Тем самым, что она разбавляла водой и потихонечку снижала как бы дозу, и это как реальная история, Нет, как вы считаете? это не работает. Да. Так не работает? То есть, А вот лечение тогда с чего начинается? Если брать опиоидные наркотики, да, то там, конечно же, нужно понижать дозу, потому что ломки будут очень сильные физические. Но в целом контроль веществ, если человек зависимый, контроль невозможен. Как-то сокращать употребление невозможно. То есть он может прекратить там, на время, да, или он может перейти на более другие наркотики, но все равно он будет употреблять. Очень часто мне ребята говорят, ты знаешь, я там не употребляю наркотики, я выпиваю. Он все равно, он не меняется, он не выздоравливает, он дальше продолжает употреблять. В целом, как эту цепочку? Нам нужно сначала его прочистить для начала. Просто вывести его из этого состояния, а потом донести уже и разбивать эту цепочку полностью. А прочистить это что значит? Детокс.
Ага. Детокс. Нужно, значит, Ну, то есть он вот эту вот сильную ломку должен пройти или как? Да, да. Ну, опять-таки, от опиоидов есть ломка, Мгм. от синтетики как таковой сильной ломки нет. Там больше сопровождается психозами, расстройствами личностями, там больше страдает психика человека. Мгм. Вот в первую очередь надо вывести токсины, зарядить его немножечко витаминами, восстановить его сон. То есть, если у нас есть у каждого 4 сферы, мы отмечаем, да, Мгм. биологическая, социальная, психоэмоциональная и духовная. Биологическое – это про наше здоровье. Его надо восстановить первым делом, чтобы в Мгм. дальнейшем работать с человеком. Потом идет социальная тема. Это круг общения, это изоляция, это работа. То есть, ее надо проработать. Психоэмоциональная – это психика, это психологические проблемы. И духовная – это нарушение духовных наших принципов. Мгм. Программа, по которой мы работаем, 12 шагов, она духовная, но не религиозная. То есть, мы придерживаемся именно наших духовных принципов, по которым там честность, открытость новому, непредубежденность. Но при этом вы же дома это не делаете, вы же все равно его Да, перемещаете в другую среду. Вот да, рехаб, они да, как работают? Вы его перемещаете в другую среду да. для того, чтобы у него не было стимулов. Ну, стимулы — это кто? Это друзья, М. это какие-то места, может быть, и так далее, и так далее. Значит, получается, что сначала убираются стимулы, потом начинаете его лечить? Очень важна вообще группа поддержки. То есть, если он будет находиться дома в одиночестве, например, или с родными, никто его не поймет, не поддержит. Мгм. Когда он к нам, он для нас не плохой, не слабый. Он для нас человек, который болеет болезнью зависимости. У меня полперсонала прошли этот путь, Мгм. и они его понимают, что с ним происходит. Очень важна групповая динамика. Очень важна, когда один человек сдает задание, и другой видит, что у него в жизни было то же самое. Мгм. Потому что каждый зависимый, он думает, что он индивидуален. А на самом деле у всех у них суть истории одна. Суть истории. И здесь нужно ломать его стереотипы просто-напросто и показывать ему, что он не один, поддерживать в то же время и направлять на правильный Мгм. путь. Но все равно будут перепады. Перепады будут, и когда у него будут перепады, если у него были бы дома перепады, он бы пошел, употребил бы. А там мы хотя бы с ним разговариваем, общаемся, доносим до него. Да, они там прописывают определенные задания, что будет, если он сейчас выйдет, например, или что будет, если он позвонит вот этому другу. И обучаем его просто справляться с этим всем. Мгм. А если он находится дома, ему как это все? Ему нужно это все проживать так же. Потому что в реабилитации они проживают разные чувства. Они иногда скучают. Но эта тяга, она заходит по-разному. Мгм. Мы отмечаем 3 вида тяги. Есть прямая тяга, то есть он думает о веществе. Да? Он об этом говорит, мы разбираем, и это не так сложно. Есть ассоциативная. Он увидел бутылку водки, да, у него ассоциация, или там Мгм. баклажку ассоциация. А самая хитрая и серьезная тяга – это скрытая тяга. Она заходит через здоровую часть к человеку. Например, скучает по детям. Вот ему Мгм. мозг говорит, ты должен выйти, ты скучаешь по детям, ты скучаешь по жене, или тебе нужно срочно на работу. На самом деле это Его зависит. голова обманывает, он сам в это верит, да, то есть он приходит ко мне, он говорит, я скучаю по ребенку, ты понимаешь? Я говорю, тебя тяга разводит. Мгм. Нет, он говорит, я скучаю. И попробуй переубедить этого человека. Да, очень сложно на самом деле переубедить. И там уже подключаются психологи, аддиктологи, ребята, также и групповая, да, вот терапия, где мы пытаемся с ним разобрать и остановить его. Ну вот в таком случае, когда приходит человек, вы как можете его переубедить? Ну, я имею в виду, смотрите, как бы приходит человек и говорит, я хочу домой, у меня есть Мгм. дети, да, там я Мгм. скучаю по детям. Мгм. Вы как его не выпускаете или как это Ну, в работает? первую очередь, мотивация, конечно же. Ага. Мотивация, да. И к нам, когда попадают пациенты, мы не имеем права насильно их удерживать. Мгм. У нас есть договор, да, который подписывают его родные, близкие, родители и он сам. Вот после подписания мы уже начинаем с ним работать. Бывают определенные, там, конечно же, кризисные моменты, где мы можем день, а можем 2 его уговаривать и, ну, не выпускать его, грубо Мгм. говоря, да. Но опять-таки, когда мы видим, что человек настроен уже выйти, мы, конечно же, не можем, и нам приходится его выпускать. Это большой минус, я считаю, потому что сейчас современная наркомания, то есть те же самые соли, когда у него голова не на плечах, когда он вообще не понимает, что происходит, и мы вынуждены выпустить такого человека на улицу, потому что закон не позволяет нам, да, без суда это сделать, Мгм. то это, да, не очень удобно. А какие механизмы там, чтобы он остался? Только мотивация. Только Только разговорами? мотивация. Конечно же, медикаментозно корректируем мы его, более там размягчаем, так Мгм. сказать, да, нейролептиками разными и так далее. Но только разговорами, только убеждениями. Здесь уже работа всей команды, и каждому свой подход.
Знаете, кому-то даешь добро, заботу, любовь, проявляешь, он наоборот ее не понимает и отвергает. А кому-то просто жестко говоришь, ты, твоя жизнь, иди куда хочешь, он раз и останавливается. Мгм. Как бы у всех по-разному это Вы работает. как понимаете, как с кем А работать? мы все методы там стараемся делать, Да? да. Какой поможет, так и поможет, да? У каждого, то есть на смене находится персонал, всегда есть 5 человек, плюс психологи, плюс Мгм. врачи, и каждый начинает его убеждать, да, плюс мы подключаем группу к этому, чтобы группа тоже его убеждала. И вот мы делаем так, что когда попадает новичок, мы ложим его к старичкам, к более уже стабильным ребятам, и они уже сами ему делятся с ним опытом. Мгм. Потому что зависимый человек, когда он начинает менять свою жизнь, ему очень важно отдавать свои знания, опыт, да, с хорошей стороны новичкам. Во-первых, он чувствует свою значимость, полезность, да, что зависимые люди уже давно не чувствовали. Ну и плюс это так работает. Да, мы как бы доносим идею выздоровления другим зависимым. Мгм. Я, кстати, вот сейчас сижу, думаю, ни одного блогера не знаю, который там рассказывает про это, по крайней мере, Вот как он он снимался изучился. же у меня, этот Тоха Ваджиан у меня в интервью. Мгм. Парень, да, у него есть опыт употребления. Он пару раз уже лежал у меня, да. Сейчас, по-моему, в другом месте лежит даже. А он транслирует это в соцсетях? Он об этом открыто говорил в какой-то передаче, да. Ага. Он открыто говорил об этом. Знаете, сейчас тихо-тихо мы с вами затронули эту тему. Она будет все равно выходить, и люди будут говорить о своей зависимости. У меня, например, в персонале работают ребята, которые раньше никогда бы об этом не сказали в открытую, сейчас они Мгм. уже готовы об этом говорить в открытую. Потому что я считаю, что здесь ничего стыдного нету, это заболевание, и если человек доносит, да, для других, дабы другой человек не наделал таких же ошибок, я считаю, это, ну, как бы достойно уважения. Да, Да. я тоже согласен. Просто у нас общество на самом деле такое, что они за все тебя хотят застыдить. У меня недавно одна девочка дала интервью одному каналу, причем она скрыла там лицо свое. Мгм. Она рассказала, через что она прошла. Ей пришлось сделать аборты, ей пришлось воровать, то есть страшно, да, страшные потери были в ее жизни. И она как бы с раскаянием рассказывала об этом, чтобы другие девочки не допустили того же плачевного опыта, что она. Какие там были комментарии? Да как ты можешь, умри, наркоманка и так далее. То есть девочка меняет свою жизнь, доносит до вас, ребят, туда не идите. А там, наоборот, критика. И Мгм. она звонит ко мне в очень тяжелом состоянии психологическом, и плачет, да, и говорит, я не знаю, что сделать. Они меня хатят, я говорю, не читай комментарии, как бы, ну, Мгм. народ злой. И пока еще невежественный в этом направлении. Ну вот, я ведь YouTube веду тоже, знаете, это тоже такой психологический рост. Да, да. А у вас бывают такие комментарии какие-то, то, что вы чем-то не тем занимаетесь и так Да, да. далее? Очень многие по-разному же. Кто-то говорит, что если он употребил, все, он как бы никогда не поменяется. Говорят, Мгм. бывших наркоманов там не бывает. Мгм. Да, болезнь зависимости, она считается хроническим заболеванием, но человек может оставаться трезвым. Знаете, у нас есть ребята по 20 лет трезвые, есть по Мгм. 18 лет трезвые, которые в целом там меняют свою жизнь очень даже хорошо. Дети рождаются, бизнес растет, да, и так далее. У нас пока понятие, что к наркологии, так и к наркомании в целом, ну, Мгм. только начинают принимать люди по-другому. Ко мне приходят, там, сдают своего ребенка, говорят, вы, наверное, здесь вяжете, электрошокером бьете. Я говорю, что вы, как бы, насмотрелись кино или там из царские времена. Также и в плане там употребления. Кто-то не верит, кто-то говорит, да, я употребляю, у меня там все нормально, там в иллюзиях находится. Мгм. Самые разные комментарии. Я стараюсь их не читать вообще. Да, согласен. Да. А много вообще людей проходит через ваши клиники? Вы потому что сказали, что там к предыдущему интервью была одна клиника, Мгм. теперь 2 клиники. Да, 2 Сколько людей клиники, 2 вообще? реабилитации. Ну, проблема есть, да, она как бы, также у нас анонимное лечение. Ну, я не могу вам в цифрах назвать. Ну, Ну, примерно хотя бы это какие категории? Это тысячи людей, десятки тысяч людей в год. так, Сколько я это? вам сейчас так скажу. На данный момент у меня в одной реабилитации находится 30 человек, во второй 28. Мгм. Да, они проходят там 6-месячный курс. Но это реабилитация. В реабилитацию попадает только 10% тех людей, которые приходят в детокс. Мгм. Потому что в основном люди находятся в отрицании проблемы, они приходят, капаются, я справлюсь с силой воли и так далее, и уходят. Мгм. И чтобы он дошел до реабилитации, нужен срок. Потому что сначала его родители приводят в детокс, думают, он справится, сила воли. Мгм. Потом, знаете, там на Умру начинают возить в святые места, потом дома прячут. То есть каждый должен
пройти путь принятия. И Мгм. очень мало тех родителей, которые привезли, сразу весь комплекс лечения делают. А также приходят амбулаторные ребята. Мгм. Да? Амбулаторные, это он там в запой ушел на 3 дня, пришел, прокапался сутки, ушел. Да? Или там, мы называем это марафон, да? Там 3 дня поупотреблял мефедрон, пришел, прокапался, там ушел. Ну, недавно одна девочка вообще пришла. Сейчас же модно вот эта тема мефедрон. И она в Инстаграме пишет: 3 дня марафон, пришла, прокапалась, все норм. Как бы она даже это, как бы, знаете, ну, типа рекламирует. Ну, Да. ужас. И к нам потом ее подружки начали приходить, и это круто. Они там начали фоткать эти наши капельницы. Типа, да, кайфовать можно, но грамотно. Ну, это ужасно, да, на самом деле. Я в шоке, на самом деле. Получается так, смотрите, есть тестирование сначала, потом они приходят, капаются, детокс, да, Да. а потом они уже в реабилитацию. Тестирование не обязательно. Обычно, когда к нам приходят ребята, они уже говорят, да, что они там употребляют, если Мгм. мы с ними разговариваем. Если человек отказывается в том, что он употребляет, мы его тестируем с Мгм. разрешения родителей. В основном они понимают, что нам нужно подобрать формат лечения для него, и Мгм. для этого нам нужно знать, что он употребляет. Да. Ну, потому что у опиоидных одно, у тех, кто синтетику употребляет, совсем другое. Да. Но в целом, как бы, стандартные одни. Ну, Как там бы, же еще, я извиняюсь, что перебил, там же еще есть вот систематические такие стыдные механизмы, ну, по крайней мере, раньше такие были, что типа тебя ставят на учет, там, в да. наркологическую, еще что-то. И вот, ну, такие вещи, мне кажется, они тоже как бы мешают человеку проходить какое-то там тестирование, еще что-то. Все анонимно. Все Мгм. анонимно, как у нас, так и на государственном уровне. Да. То есть, да, на государственном уровне первую помощь вам кажется анонимно. Там со временем, если больше там 2 раз за определенный срок приходит человек, его могут ставить на учет. А так в целом анонимно, потому что если бы не было анонимности, зависимые люди бы не приходили бы просто в клиники, и ситуация была бы довольно-таки, ну, плачевной. Мы не даем никуда данные наших пациентов, если у нас нет прямого запроса от Мгм. органов или там адвокатской организации, ну, от каких-то там госструктур, да, скажем. А так анонимно мы не распространяем эту информацию, потому что иногда у нас даже семьи против того, чтобы мы там фотографировали их родных, Мгм. потому что это стыдно, да, очень. Мгм. Вот. Поэтому, ну, так и работаем. А какой критерий того, что человек излечился? Критерий, к сожалению, нету, потому Ну, что типа, иногда... там 6 месяцев не употребляет, или там год не употребляет, 10 лет не употребляет. Я Или эта ложбинка, она не, как бы не Не, я затягивается. ранее сказал вам, что зависимость – это хроническое заболевание, и можно сорваться и через 10 лет на самом Мгм. деле. Поэтому очень важно придерживаться программы. Очень важно, да, постоянно как бы работать над собой и идти по своим принципам. А то у нас бывает такое, что парень там остается трезвый 3 года, да, и думает: а я уже могу выпить. Мгм. И это колоссальная ошибка. Все зависимые должны знать, что контроль невозможен. То есть ему нельзя употреблять вообще в жизни. Каждый зависимый должен знать, что ничего ему нельзя употреблять, то, что меняет его сознание. Ни алкоголь, ни там всякие травы и так далее. То есть все, он или трезво остается, или как бы он сорвется в любом случае. Вот, очень много факторов влияют на то, останется он трезвый после реабилитации или нет. Поэтому очень важно работать с его родственниками, созависимыми. Мгм. Потому что у нас как проходит? У нас они проходят детоксикацию, потом они проходят реабилитацию, а потом у нас есть третий этап – это ресоциализация. Это когда они уже выходят с огромной базы знаний, да, то есть, Мгм. которые мы в них вложили, и мы им помогаем социализироваться уже в социуме. Как вы помогаете социализироваться? Они приходят к нам каждый день, мы разбираем их семейные ситуации, какие там происходят, потому что очень тяжело потом с семьями контактом наладить. Мгм. Ребенок или, скажем, там пациент за 6 месяцев реабилитации очень сильно вырастает и меняется на самом деле. У родителей время идет так же. И порой родители боятся их возвращения, потому что они помнят своего... У меня сегодня был случай, приехала девушка, она своего мужа помнит как абьюзера, алкоголика, который ее избивал. А он приходит сегодня с ней спокойным голосом, разговаривает психологическими терминами, и она не может в это поверить просто. Она Мгм. говорит: я не верю. А потом родственники их не возвращают в то состояние, потому что они реально в своем устоявшемся Очень мире часто, живут. да, очень часто. Бывает, иногда балуют, там вышел он с клиники, они ему машину, квартиру, в Турцию отправили, да, то есть, конечно же, опять это безответственность рождается, опять много времени, он срывается. Иногда за старую жизнь постоянно, да, ты наркоман, Мгм. старые обиды, да, их не проработаны, они проецируют на своих детях. А ребенок меняет свою жизнь, а ему родные так говорят, и у него нет мотивации уже как-то там меняться. Поэтому мы всегда призываем наших пациентов меняться ради себя в первую очередь, да, Мгм. если ты будешь трезвый, у тебя будет все нормально, соответственно, ее окружение тоже.
И на третьем этапе мы их социализируем. Также мы с ними ходим в кино, в театры. Вот у нас 14 числа поездка в горы. Мы как уже одна семья. Вот. Мы помогаем справляться с проблемами, у которых в семье у друг друга и так далее. Насколько часто бывает такое, что человек вот вышел, излечился и, например, там ушел из семьи? Как бы сепарация, вы имеете в Ну, виду? сепарация, может Мгм. быть, уже там муж с женой, они перестают там жить и так Да, далее. довольно-таки часто бывает. Вообще, знаете, когда зависимый человек есть в семье, и тот ущерб, который он наносил жене, например, да, тяжело, конечно, простить и вернуться к этому человеку вновь. Мгм. Эти браки иногда, сложно, это все сложно, это нужно работать над выстраиванием новых отношений, да. Я очень часто рекомендую психолога семейного, да, который будет разбирать эти отношения. У нас часто происходят разводы, но также я всегда приветствую сепарацию. То есть я всегда приветствую, чтобы человек вышел в свободное плавание сам, чтобы Мгм. он сам нес за себя ответственность. Ну, поменял среду, как минимум, в Да, да, которой даже он если жил он, до. я всегда говорю, даже если он живет с вами, поделите холодильник на два, пусть он сам за себя ответственность несет. Мгм. Но опять-таки здесь по типу личности, знаете, есть учитель, взрослый ребенок. Мгм. Если человек как бы относится к взрослому типу личности, ему, конечно же, лучше жить одному. Если он все еще ребенок, то одному ему жить нельзя, соответственно. Но реабилитация именно и занимается тем, чтобы взрастить психологический возраст Мгм. человека. А к вам потом не приходят с претензиями, типа, вот, мы его вылечили и так Да? далее? Неудобно стал, говорят. Да. Да, у нас есть один парень, он остается трезвым, и всю жизнь жена его как бы там с помощью его зависимости алкогольной, она держала его под собой, да, Мгм. и управляла им. А теперь он отстаивает свои границы. Теперь он как бы не пьет, и он ей неудобен. Мгм. И она прям нервничает, и она не хочет, чтобы он к нам приходил. Ей это не нравится. Да. Странная Потому что история. не хочет работать над собой. Ну да, согласен. Да, Так же удобнее манипулировать да, чем-то, да? да. А вот, например, 100 человек к вам пришли, сколько из них success stories проходит до конца и хотя бы 3, там, 6 месяцев в год не употребляют ничего? Довольно-таки большой процент. Это, знаете, иногда бывают хорошие выпуски, Мгм. иногда бывают там слабые выпуски. Ну, Да, в среднем. да, буду говорить откровенно. На данный момент последний выпуск у нас был очень хороший. Из 10 человек 9 сейчас остаются как бы с нами в центре на протяжении там 4 месяцев уже. То есть трезвые, работают над собой, пишут шаги, и как бы меня это радует. Вот. Вообще говорят, что статистика в течение там 2 лет, Мгм. скажем, 10%, кто меняет, да, свою жизнь. В 50 на 50, скажу так, да. Есть такие цифры, что если человек придерживается всех рекомендаций программы, Мгм. если он соблюдает все границы безопасности, он прописывает, то, конечно же, он будет оставаться трезвым. А какой процент из тех, кто вылечился, потом возвращается? Процентов 30 возвращаются. 30 Да, возвращаются и снова 30-20. попадают в рехаб. Да, да. Кому-то нужна одна реабилитация, кому-то нужен опыт срыва. Да, Мгм. для того, чтобы понять, что ему больше употреблять не надо, потому что Мгм. срыв – это тоже опыт, да, и они возвращаются на доработку. Они возвращаются уже более осознанно, ищут причину, где их механизм не сработал, и нужно его доработать, где они Мгм. были в иллюзиях того, что они больше не будут употреблять. Мгм. А сколько примерно вот лечение обходится одно? Ну, в А, среднем. Опять-таки, там же 3 этапа. Мгм. Ну, вот Да, все 3 этапа, да, в например. среднем по Узбекистану детоксикация в частных клиниках обходится в районе 500-600 тысяч сумм в сутки. Мгм. Да, Ну, туда. они могут 6 месяцев просто находиться. Не, это детоксикация. Детоксикация в среднем 10 дней. Мгм. В среднем 10 дней, скажем, там 6 миллионов, туда Мгм. входит питание, медикаменты и так Мгм. далее. Реабилитация в районе там 500 тысяч в сутки. Мгм. Да, это с питанием вместе, это работа психологов. Там только идет психологическая нагрузка, работа над собой. То есть практически нет свободного времени. Ребята встают утром, просыпаются, завтрак, зарядка, тренинги, лекции, работа с психологами, разборы и так Мгм. далее, там до 11, до 12. В среднем такая цена как бы. А сколько месяцев они лежат в реабилитации? Курс реабилитации 6 месяцев. 6 месяцев. Это какая сумма примерно выходит? Это И по 15 миллионов в месяц? примерно так, да. То есть в среднем это около 10-15 тысяч долларов Почему полный 15? курс. Это получается, если 6 месяцев, это Ну, 10 получается около. Около 10, да? 6 500, 7 тысяч. 6 500, 7 тысяч. Да.
А почему за день считается, а не за там За месяц до считается. конца? За месяц, да. Я вам сейчас говорю среднюю цену за реабилитацию в Узбекистане. Ага. Они варьируются от 15 миллионов, скажем. Мгм. Есть реабилитации, которые стоят и 40 миллионов. Да, то есть самые Мгм. разные. А, Также и в России, и во всем мире, да. а от чего зависит? Это зависит от ценообразования самой организации, да. А сколько вообще рехаб этичный бизнес, как вы считаете? Этичный бизнес, он смотря как он устроен. То есть у меня Мгм. есть свои принципы определенные. У меня обязательно, чтобы работал персонал с высшим образованием. У Мгм. меня обязательно, чтобы присутствовали врачи, психиатры. У меня как бы идет симбиоз работы врачей, наркологов, психиатров, аддиктологов и Мгм. психологов. Аддиктологи – это не всегда люди с высшим образованием. И если только они находятся в реабилитации, как, скажем, в России, это такие, знаете, полусерые схемы. То есть открывают дом без лицензии, засунули туда бывших зависимых на Мгм. опыте, которые там чему-то Ну, обучают. черные рехабы, да, их Да, да, называют? и чему-то обучают ребят. Но я сделал так, что у меня это медицинское учреждение, Мгм. где присутствует персонал, да, где присутствует у меня охрана, повара в то же время. Потому что в России они приручают самих пациентов готовить. Да, это хороший, как бы как в виде тренинга, это хорошая такая вещь. Но у нас как бы видеонаблюдение, охрана и плюс обязательно медики, врачи и психиатры присутствуют. Также психологи все с высшим образованием. Я считаю, что обязательно в организации так должно быть. Мгм. Просто я к чему спрашиваю, Мгм. ну, бизнес и бизнесмены вообще это люди, у которых там есть определенный набор стимулов или там, наоборот, антистимулов. Мгм. И вот по сути бизнес-модель рехаба, у нее вот стимулы не совпадают с намерениями, как Мгм. будто вам так не кажется? Знаете, у каждого свое, так сказать, Мгм. да. Для меня реабилитация – это больше социально-духовное направление, Мгм. да, то есть помочь людям. И когда я вижу, знаете, там, благодарность, когда мне проявляют, или когда мне звонит там мать и приглашает там на свадьбу Мгм. моего бывшего пациента, это как бы есть награда для меня. У каждого организатора реабилитации есть свои принципы. Кто-то может экономить на еде, Мгм. кто-то там на чем-то, да. Я всегда стараюсь все делать максимально для наших ребят, потому что ну, для меня это как бы не бизнес. Вообще, те реабилитации, которые присутствуют в Узбекистане сейчас, я из хороших, так сказать, я назову, там все ребята придерживаются Мгм. более таких духовных принципов, потому что каждый из них, я знаю руководителей, в свое время столкнулся с проблемой зависимости. Мгм. Поэтому как бизнес в Узбекистане я бы его не назвал. Вот. Но опять-таки за всех я говорить не буду. Мгм. Но он прибыль же приносит какую-то все равно? Прибыль приносит, Или да, он определенную, да. спонсируется какими-то фондами? Или там докидываются какие-то фонды или государственные деньги, нет? Нет, нет, к сожалению, государство нам не помогает. Просто та прибыль, которая, если вы хотите развивать реабилитацию, вам придется эту прибыль дальше вкладывать Мгм. как бы в саму клинику, в реабилитацию, потому что процесс улучшать нужно постоянно. Мгм. Постоянно нужно обучать персонал. К сожалению, у нас нету в Ташкенте хороших специалистов по проблемам зависимости. Нам приходится привозить их с России, с Казахстана. Да? Это тоже все очень дорого стоит. Это нужно договариваться. Я, например, свой персонал отправляю в Москву на повышение квалификации. Это, опять-таки, нужно брать билеты, жилье. То есть можно развивать реабилитацию постоянно и Мгм. вкладывать. Это уже зависит от самого организатора, будет он дальше вкладываться или не будет. Конечно, можно, знаете, 4 сторожей туда завести, охранников, всех закрыть, как бы, и ничего не делать не будет. Но это не работает на самом Мгм. деле. Да? Такая реабилитация долго не продержится. Ну, у вас конкретно в опыте был такой случай, когда вы сказали, например, там родственникам какого-то человека сказали: слушайте, ребят, не надо сюда платить, ему точно ничего как бы не поможет, и он уже там 3-й раз возвращается, ну, как бы я здесь Мгм. помочь не могу, Мгм. мне как бы не надо. Нет, Отказывали? нет. Я принимаю всегда самых сложных пациентов. Мгм. Мы очень часто на эту тему, можно сказать, спорим с нашим главврачом, Мгм. потому что для меня именно самые сложные меняются. Ну, вот я, например, имею в виду не про сложность, а именно про то, что вы видите, что человек, вот он получил опыт срыва, а он опять возвращается, и родственники все готовы отдать, и, например, это уже материальный ущерб его семье, Мгм. потому что они все продают, уже квартиру продали, машину Мгм. продали, все, что можно, продали, сами уже доживают, но все равно его возвращают там в 3-4 раз, и все равно платят там по $10 000, ну и, Здесь, например... опять-таки, здесь же двояко. Я же не могу его бросить на улице. То есть, если они хотят его вложить в реабилитацию, в безопасную для него зону, Мгм. и тот период, который он будет у меня находиться, он как минимум будет там трезвый и живой. Ну, не помогает ему, и они все Ну, потеряли уже таких тогда нету как. просто. Вот у меня сейчас лежит Таких историй миллион.
Да, ну сейчас, понимаете, у каждого свое. Вот у меня сейчас лежит мужчина, ему 55 лет. Мгм. Он прошел 4 реабилитации, да. Первые 2 месяца я уже думал: все. Раз он на 3-м месяце включился. Мгм. Сейчас равных ему нету. И Мгм. он говорит: ко мне пришло осознание, да, как бы, и я вижу, он работает над собой и старается. До этого он ходил в обидах, в отрицании, все виноваты. А здесь раз и включился. Никто не знает, когда включится. Кому-то нужна одна реабилитация, кому-то 17. Я знаю человека, который за свои там 40 лет прошел 30 реабилитаций. Не, ну 30 реабилитаций можно проходить, когда ты, например, у тебя есть лишние деньги, твоя семья от этого не страдает и так далее. А ну а если они уже все, вот продали последнее, продали квартиру, приносят деньги постоянно там в рехаб, но человек вообще никак не меняется. Вот в таких случаях вы вообще как А, можете отказать или нет? Ну потому что мне кажется, что это такое. Таких нету просто. Как таких нет, таких миллион историй? Но мы же не знаем наперед, поменяется он или нет. У нас есть парень, который на 7-м месяце изменился. А Вот было 6. такое, вот вы встречали такие случаи, когда люди сказали: вот, блин, последние деньги, мы уже все продали, вот привозим его, пожалуйста, помогите. Мы максимально стараемся идти навстречу. Плюс у нас есть ребята по 7-й традиции, то есть бесплатно. Да, вот и в каждая реабилитация преследует таких принципов. В каждой реабилитации есть, так сказать, 7-я традиция, мы это называем среди нас, реабилитологов. Да? Мгм. Это 1 или 2 пациентов, которые находятся там на бесплатной основе. Мгм. Конечно же, иногда приходится отказываться, потому что всех мы не спасем. Мгм. Дело даже не в том, что он поменяется или нет, а приходят люди, да, у них проблемы, мать плачет, как бы, она говорит: нету денег, надо вложить. И приходится отказывать вынужденно, потому что сама бизнес-модель, она просто не выстоит. Мгм. Да, потому что есть себестоимость и так далее. Кому-то там делаем скидки. Максимально мы стараемся помочь, но не всегда это получается. И, как говорится, всех мы не спасем. Мгм. Да, вот в этом плане, да. Мы как бы не социальная организация, все равно мы сами вкладываем свои деньги и так далее. Но чтобы такое, чтобы он там прошел 5 реабилитаций, они вкладывают деньги, и я от него отказываюсь, нет, я как минимум спасу ему сейчас 4 месяца или 6 месяцев жизни, как минимум. Если я откажусь, он умрет в любом Но вы случае. его одного спасете, а 5 человек, из-за которых они, например, потеряли там все, Да, это семья. я как бы с них же не вытягиваю деньги. Да, ко Мгм. мне приходит, например, Но у них человек. такие обстоятельства. Конечно, вы не вытягиваете, но у них есть такие обстоятельства, когда, ну, они не могут по-другому. Потому что у них есть синдромы там спасателей, еще чего-то, и они не могут смириться с тем, что человек уже все. Вот я, знаете, всегда по-разному. Сейчас я на примере скажу. У нас одна девочка, хорошо шла, было все нормально, у нее там 2-я реабилитация. На 4 месяцах хотят ее родители забрать. Да, у них нет денег. А она как бы нестабильная. У нее был подъем, сейчас она нестабильная. И мы от себя ее сейчас там дорабатываем там 3 недели и так далее. Да. Таких, чтобы поставил я на нем крест, что не поменяется, таких просто никогда не знаешь до конца, поменяется он или нет. Вот у меня сейчас рекордсмен вообще всех реабилитаций парень лежит. Сколько? Да. Ну, он прошел 17 психиатрических клиник, 4-5 реабилитаций. То есть по Узбекистану он рекордсмен, его все реабилитации знают. Сейчас он у меня лежит, да, парень. Ну, у них, правда, финансовое состояние нормальное. Мгм. Вот. Но опять-таки я верю в то, что он поменяется. То есть интеллект сохранен, все нормально. Да? Конечно же, если интеллект не сохранен, и там он вообще не наш пациент, у него там двойной диагноз, мы за таких в принципе не беремся, даже если там заплатят. Мгм. Потому что они будут расшатывать всю группу в целом. А если человек с интеллектом, если у него нет психических расстройств, ну, как бы, да, семья его вынуждена. Опять-таки, я всегда стараюсь донести информацию до родственников общую. То есть, есть реабилитация в Узбекистане, стоит в среднем столько-то. Да? Есть реабилитация в России, стоит в среднем столько-то. В России они дешевле, чем в Узбекистане. А, да? Да, они там дешевле. У них там немножко другой принцип работы, да. Поэтому хочет в Сибирь пусть отправить, там вообще копейки стоит, например, да. Потому что я считаю, что не должны думать об условиях. У нас просто вот эта узбекская тема, какие условия, о чем он кушал, чем он дышит. У нас же гиперопека вот это постоянно. Ко мне звонит там мать, а он поел сегодня, не поел. Я говорю: я не слежу за ним, он у вас вообще солевой наркоман. Он вообще у вас при смерти сюда пришел, поел, не поел, это уже его ответственность, да. У нас пытается своими руками, моими руками воспитывать их детей. Мгм. И когда они выходят с реабилитации, они пытаются моими руками вот свои ошибки, которые они в свое время в воспитании не заложили, их доработать. Да? А, А как именно, когда выходят? ну, вот он вышел с реабилитации, и Мгм. они через меня начинают его контролировать. Они сами боятся ему сказать что-то. И они Мгм. пытаются вот на меня повесить А. воспитание за своего ребенка. Да, понимаете? Это очень часто То есть вам происходит. звонят, спрашивают, что с ним, да, там, как он Да, он звонил, или вам да, что говорит вам, да. да? Очень от этого устаешь. А не возьму я его, да, который там продали, вы скажем, последние вещи, его возьмет другая реабилитация в Мгм. любом случае.
То есть просто никогда мы не знаем до конца, поменяет он или нет. Никогда. Даже когда он получил всю базу знаний, и вот он хорошо идет, что будет в социуме, какие будут триггеры, мы никогда этого не знаем. У меня есть девочка, я думал, она, знаете, ее вынужденно забрали раньше времени. Я думал, она до такси трезво не дойдет просто. Но она уже второй год трезво остается. Да, очень тяжелая была, да, проститутка девочка была, да, в свое время. Огонь и воду прошла, обесценивала всю программу, но остается трезвая. Вдруг пришла осознанность в социуме, вдруг у нее вот этот страх образовался, да, и ценность. А есть ребята, которые очень хорошо шли по программе, прямо огромная база знаний, они там несли хорошие функции, вышли и не справились. Мгм. По-разному бывает. А вот вы сказали, что мы не социальная организация, вам государство как-то, как бизнесу, там, дает какие-то льготы или дает какие-то, не знаю, там, может быть, какие-то фонды, которые могут вам помогать и так далее? В России есть частные фонды, в России немножко другое отношение к наркологии, и там люди от себя вкладывают в эти фонды средства, да, и мелкого. А у У нас? нас таких нет. То есть вы существуете за счет собственных средств, у вас Да. никаких налоговых льгот, Нет, ничего никаких, вообще нет. да. Просто вы сказали слово бизнес-модель в этом бизнесе, и у меня аж волосы дыбом встали. Нам бы за свет бы что-нибудь дали бы его неплохо. За свет такие цены выходят просто каждый Да? месяц, да. Мы еще не подавали, если честно, так. Но я не думал, что вы какие-то там преференции попадать или какие-то льготы, я не знаю. Почему вы же как бы Мы занимаетесь как добрым медицинская делом? Вот организация. мы, например, занимаемся образованием, у нас есть налоговые льготы. Да, Почему в но таком? мы попадаем под обычную медицинскую лицензию, то есть мы медицинская организация. Мгм. Раньше медицинская организация не платила НДС, сейчас медицинская организация платит НДС. Все, как бы мы платим все по полной. Сейчас ничего такого нет. Мы же обычная медицинская организация. Как бы там не подразумевается наркология и хирургия. А этот вопрос поднимался как-то или нет? Ну, он в целом, то есть раньше медицинским организациям давали определенные льготы, снимали НДС, давали оборудование завести, да, там без таможенных Мгм. пошлин. И со временем это все начало закрываться, да, и сейчас это закрыто просто-напросто. Мгм. Конечно же, мы сейчас освещаем и поднимаем тему зависимости, проблемы зависимости, и в дальнейшем будем выходить уже с такой просьбой. Мгм. А были такие у вас случаи, когда не совсем удобных, например, людей хотят закрыть в рехабе, например? Нет, у нас были такие случаи, когда там дома разногласия, знаете, и жена хочет изолировать своего мужа, как бы, да. Ага. И она что говорит? Типа, Не, она говорит, он употребляет и так далее, но мы все равно видим, что там Ага. происходит, и нам там лишние скандалы не нужны. Иногда бывает наоборот, мать хочет изолировать там от девушки и так далее, да, и нам ложит в реабилитацию. Мгм. По-разному бывает. Ну, в целом, конечно же, мы придерживаемся. У нас нет мотива там побыстрее его положить. Поток людей так и так идет, Мгм. да, как бы, и нам зависимых хватает, а вот эти семейные дебри нам вообще не нужны. Да. Это в России, знаете, там у них реабилитации очень много, у них там Мгм. борьба идет такая. У нас такого нет. У каждого как бы свои пациенты, и все это нормально. Со всеми реабилитациями мы довольно-таки нормально в открытую общаемся, разбираем проблемы насущные, да, делимся опытом, у нас это в порядке вещей. А вот, ну, вы рассказываете, что у вас очень грамотные внутри специалисты и так далее, хотя, например, я там посмотрел очень много роликов, ну, в том числе и российских, и разных, когда в рехабе людей просто ломают там через колено, и иногда они, наоборот, оттуда выходят Именно. еще хуже и так далее. Есть разные реабилитации. Мгм. Есть реабилитации, есть ТСки, терапевтические сообщества, есть мотивашки. Мотивашки это как бы пожестче, да, Мгм. как вот вы сейчас рассказываете. Но у нас таких нету в Узбекистане. У нас в основном все доносится с любовью, с заботой. У нас такие методы, знаете, не написал лекцию, мы можем перекур ему отменить. Или мы Мгм. можем там просмотр фильма. То есть запорол, получил последствия. Запорол, ну, такого характера, да, как бы легкого, да. Мы стараемся так подходить, больше доносить до человека, для чего это нужно. Э, Рукоприкладство абсолютно запрещено. Мгм. Специалистов мне пришлось привезти из России сюда, Мгм. потому что у меня из России, у меня есть местные ребята, у меня главный руководитель по программе, он из России, я его привез сюда, и еще пару специалистов Казахстана из России тоже пришлось привезти. Главврач у нас, она вообще на вес золота, да, нарколог с 30-летним стажем, Мгм. врач высшей категории, очень тяжело найти такого уровня врача у нас, и нам повезло с этим очень Мгм. сильно. А бывает такое, что сам пациент, например, там, ну,
подломкой, может, какие-то физические там, Конечно. повреждения. Это у Такое нас часто? прям почти каждый день, да. Серьезно? Да, А скорее как тогда с этим справляетесь? Смирительные рубашки? легкая Да, извини. фиксация. Да, легкая А, фиксация, она серьезно? в наркологии разрешена, да, мы Мгм. можем А легкая фиксировать его. фиксация — это что, пристегиваете куда-то? Ну, ремнями, да. Как бы. Здесь, Да вы что? опять-таки, чаще всего это в целях манипуляции. Выпусти меня, я сейчас я порежу и так далее. Да? Мгм. Но он находится в психозе, он находится там в ломке, мы, конечно же, в таком состоянии выпустить не можем. Он сейчас выйдет, где-нибудь умрет от передозировки. Поэтому фиксирование пациента разрешено. Но это как бы максимально. Мы его фиксируем, подгружаем препаратами, да, корректируем его, и потом он нормально ходит. Мгм. Была такая история в историческом факте, что, например, в Китае, когда поняли, что от опиума люди прям умирают и есть с этим проблема, они запретили эти наркотики очень жестко, там перекрыли все границы и так далее, и так далее. Но это вырастило еще больше, да, Мгм. там в разы и так далее. И вот к чему я веду, есть страны, где есть легалайз, да, как Мгм. говорится. То есть Мгм. там легкие какие-то наркотики, Мгм. типа марихуаны, там грибов, еще Мгм. чего-то. Мгм. Та же самая Голландия, Мгм. В Европе везде сейчас. да, Европа и так далее. Мгм. Вот вы как считаете, такие меры, они для чего делаются? После этого, когда легкие наркотики в свободном доступе, это уменьшает количество наркоманов или уменьшает количество именно тяжелых наркотиков? Знаете, конечно же, во всем мире и своя культура, и есть свои там регионы, да. Мгм. Если мы возьмем Азию, Китай, там отрубают руки, там смертная казнь, там только так, да, Мгм. скажем, это Вьетнам, ну, вот всю Азию. Если взять страны СНГ, то у нас профилактика. Да? Если взять Европу, то у них там методы типа легалайза и так далее. Я лично против легалайза, потому что ну, у нас нельзя в стране это разрешать на самом деле. Мгм. Потому что разрешишь одно, пойдет другое и так далее. Да? И поэтому, и да и в Европе тоже, в плане этого легалайза, я не думаю, что у них как-то там сильно упала наркомания. Мгм. У них все так же там продается. Вон, все мы знаем, что в Америке сейчас волна фентанила идет, да, то есть тяжелейший наркотик, который, ну, не дай бог, доберется до нас, и будет все очень плачевно на самом деле. Мгм. И здесь есть национальная составляющая тоже, да, у нас все боятся чужого мнения, в Америке они колятся, стоят, зависают, для них это нормально. Мгм. У нас все прячутся, и поэтому к нам подошел мефедрон больше, под наш рынок, под наш менталитет, да, более общительный, разговорчивый, компанейский становишься, Мгм. да, и все такое. Поэтому я против легалайза абсолютно, я вообще против Вы, употребления всего вы чего-либо. против легалайза именно в Узбекистане, потому что у нас такой менталитет, или вы против легалайза в целом, там, в той же самой Европе, к примеру? Ну, я не могу за Европу говорить, М. да, ну, за Узбекистан скажу точно, что я против, да. Ну, как вы считаете, они для чего это делают? Вы знаете, они как бы, вообще для меня в целом легалайз, разрешение на всякие там гомосексуальные, да, вот эти как это, организации, в целом это какой-то заговор, ну, если так сказать, да, Мгм. как бы аккуратненько. Потому что как можно разрешить то, что убивает человека? Ну, я, Мгм. наверное, я против этого, да. Ну, все в целом так вот, как бы отсеивается слабое вот это слой общества. Плюс это все влияет на генетику в любом случае. Хочешь, не хочешь, человек, употребляющий марихуану, он становится более пассивным, медлительным, ему не хочется там ничего делать. Мгм. И как бы у некоторых, у кого есть психические заболевания, она их спровоцирует в любом случае. Поэтому я против. Ну, на самом деле, вот я недавно там был, да, там с этим не очень хорошо, потому что любой практически из молодежи, Мгм. он там, особенно на каких-то фестивалях и так далее, то почти всегда употребляют, и это очень свободно там. Мгм. Хотя по каким-то исследованиям показывают, что это как-то снижает или, например, убирает какие-то психологические, как бы, Мгм. депрессивные проблемы и Мгм. так далее. Ну, то есть говорят же марихуана, что она там лечебными свойствами обладает Вы и так знаете, далее. та же самая лирика – это лекарство. Это Мгм. лекарство, да, то есть человек, если повышенной тревожностью, там, с эпилептическими наклонностями пьет лирику, она не кайф ему дает, она его лечит. А человек, который употребляет ее для кайфа, она ему дает кайф. Мгм. То есть везде есть, наверное, такой эффект. Кстати, вот про лирику, раз вы уже Мгм. сказали, была же волна прям этой лирики, Мгм. а сейчас как Да. будто подутихло. Почему так? Ну, была аптечная наркомания развита очень, и аптеки Мгм. сами ее продавали, потому что сейчас на полках аптек этого нету. Да. Сейчас это все сохранилось, но перешло в закладки. Мгм. Просто когда вы заходите в наркомагазин купить вещество, он выдает вам список веществ, которые у него есть. Вам дешевле взять солей, чем таблетки. Что, соли можно взять в аптеке?
Не-не-не, в наркомагазин в телефоне, если вы Все, все, заходите, все. да. Там он дает вам выбор, там героин, не знаю, таблетки, всякие капли в нос, синтетические. То есть вы можете выбирать сейчас полностью. В принципе, то, что вы сейчас сказали, в Европе они ходят все под употреблением, у нас, в принципе, в один клик это можно все сделать. Найти магазин, где можно купить, и это тоже не проблема. Легалайз, не легалайз, всегда под рукой телефон, всегда можно закинуть денег и взять. Просто я вот к чему, может быть, из-за того, что чем больше это под запретом, тем больше людям это хочется. И это вот превращается вот в такие игры, типа квесты, еще что-то, и ты от самого процесса, там, дети кайфуют, и поэтому так. Вы знаете, в свое время был сухой закон алкоголя, да? Ну, и выросла И алкоголизм. вырос алкоголизм. Почему сухой закон очень тяжело соблюдать? Потому что алкоголь можно добыть абсолютно из любого вещества. Да? Можно сделать настойки, можно делать там самогон из вишни, айвы и так далее. Да? То есть спирт бродить может из чего угодно. Наркотики сейчас тоже к этому придут. В любом случае. То есть раньше выращивали мак, из него делали героин, или выращивали коку, из него делали кокаин. Это импорт, это через разные страны, это в лаборатории, это все было очень сложно. Сейчас просто малейший химикат, никаких вложений не надо. Взял одно с другим, добавил и так далее. Сейчас это пройдет, что-нибудь другое выйдет. И в любом случае уже импорта нету, все делается локально, все делается из подручных средств, да, и как-то запрещать его тоже будет тяжело. Поэтому я всегда говорю, что в первую очередь это вот просвещение против невежества, так сказать, да, просвещение максимально о том, к чему это может привести. И это выбор каждого. Уже на данный момент это выбор каждого из А вот нас. просвещение, оно не дает обратную сторону медали? Ну, смотря как просвещать, да, опять-таки, смотря как просвещать. Вот есть опыт зарубежных стран, где помимо просвещения они дают большие права родительским комитетам, которые прививают там разные секции своих ребят. У нас, в принципе, тоже очень довольно-таки сильно это развивается, да. Я знаю, у нас там 220 университетов, все для молодежи делается, да, и так далее. И, конечно же, максимально нужно занимать своего близкого, родного на здоровую часть. Но всегда будет тот свое общество находиться, которое смотрит. Сколько волка не корми, он в лес смотрит, как говорится, да, который смотрит на ту часть, которая будет употреблять. Ну вот вы как считаете, системно, как это можно решить? Ну, с какой стороны зайти, с Я- какой подойти? Да. Я считаю, просвещать надо в первую очередь. Я считаю, что обязательно образование. У нас кадровый кризис в стране, то есть кадровый вопрос, да, обязательно специалисты. Плюс тестирование. Очень важно тестирование. Профилактическое просто так. Когда человек будет знать, что его могут профилактически протестировать, уже будет намного меньше употребления в нашей стране. Отлично. Я сейчас просто сижу, и я вспомнил, знаете, что я был в Бразилии и забрел как-то в фавелы, и я прям видел там, как дети фасуют кокаин. И это было вообще очень страшное зрелище. Там, во-первых, страшно было, потому что они просто под музыку, там, знаете, вот это все делают. Фабрика просто среди грязи, среди всего, и вот это вся история перед глазами просто. Вообще, вы не представляете, в каких условиях у нас производят. Да, Я эти всё условия происходит. видел своими глазами. Ну, в нашей стране. В нашей? Да, в нашей стране. Плюс эти же химики, эти же закладчики, администраторы, это молодежь тоже. Это ребята, знаете, иногда бывает 16 лет, иногда 15 лет. Голова работает там в определенном направлении, да, ему схему дали, и он по ней двигается. Обычно взрослые люди там в 30 плюс уже не занимаются такими делами. Они знают, что будут последствия в любом случае. Будут последствия не только как бы от закона, но и на духовном уровне тоже. Поэтому этим занимается молодежь в поисках легких денег. А вот наши правоохранительные органы, они уже, мне кажется, научились, да, ловить их, вот этих закладчиков и там телеграммы и так далее. Закладчики – это расходный материал, который один поймал, еще там 5 появилось. То есть дают объявления ребятам, там, знаете, Да, с заработаю областей. столько-то Да, долларов. вот там. в России, знаете, в России там 90% заключенных наши местные ребята, которые на закладках попались. Там таджики, узбеки, киргизы и так далее. Да. Наши органы стараются делать максимально всего того, что они могут делать, но опять-таки это тяжело остановить. Если раньше эту проблему как бы скрывали и не говорили реальных цифр и веществ, сейчас я очень часто бываю на собраниях, где уже в открытую говорят, что это проблема, говорят соли, мефедрон, да, и так далее, своим языком называют. Очень часто мне звонят такие организации, как Организация по борьбе с распространением наркотиков при президенте Республики Узбекистан, там с МВД и так далее. Зовут нас на лекции. В университет я ходил, в Белорусский, в Губкино, еще в пару школ я ходил частных. То есть привлекают нас, просят помочь и давать лекции, и давать информацию.
Вообще источник, откуда к нам поступают эти все вещества? Вообще Казахстан, Киргизия на данный момент. Но Серьезно? опять-таки это же раньше... Причем всегда все Афганистан называли. Не, Афганистан это опий. М. Героин, да, он оттуда, как бы, да. А синтетика уже там, они граничат с Китаем, это оттуда все идет. Но опять-таки, раньше это был импорт, то есть готовое уже сырье, не сырье, а готовый продукт там приходил. Сейчас это все как бы химикаты обычные. Некоторые химикаты используются в промышленности, и без них просто нельзя, да, прекурсоры, так сказать. Там опять-таки, там маленький прекурсор завезете, можно килограммы, да, производить. И очень тяжело это как-то отследить. И там огромные деньги. Там огромные, там настолько большие суммы завернуты, то что там все проиграют в любом случае. Да. Мгм. Любого купить, скорее всего, Конечно, можно. там в доллар вложил не 1000, а 10 тысяч долларов вытаскиваешь просто в моменте. Мгм. Там Мгм. огромные суммы играют. А основной канал продаж — это Telegram, да? Телеграм, да. А вот, ну, родители, мы уже немножко сейчас будем заканчивать, и Мгм. один из таких вещей, может быть, родителям тогда нужно иметь доступ к Телеграму у своих детей, это вообще возможно? Или, скорее всего, да, дети, они более такие прошаренные. Вообще зависимые люди, ну, дети в целом, да, нового поколения, и зависимые они очень прошаренные ребята. Мгм. То есть они максимально будут защищать свою больную часть Мгм. от там, родных родителей. Здесь тяжело отследить. Поэтому я всегда придерживаюсь того, что общайтесь с детьми почаще, да, обращайтесь к психологам. Очень важно. У нас люди не понимают, что такое терапия в целом. Мгм. Да? Почему, зачем мне нужен психолог, у меня нет проблем и так далее. Я сам в терапии, у меня персонал, там многие в терапии, да, Мгм. и это тоже немаловажный момент. Обучайтесь по психологической части, повышайте там комфорт своей жизни в психологическом плане, отстаивайте личные границы. У нас же вообще нету понятия личных границ. Захотели — женили, захотели — не женили, там, ну и так далее. У нас нету личных границ у женщин, да, например. Благо сейчас уже ну, то время, когда мы уже более-менее озвучиваем там. Мы раньше не озвучивали наркоманию, сейчас мы озвучиваем. Мы раньше не озвучивали женское насилие, мы уже озвучиваем. Уже Мгм. выходят разного рода постановления, где там за день разводят, да, уже и так далее. Мы не озвучивали детский труд, мы уже озвучиваем. Также вот к психологии надо приходить, работать над собой. Мгм. Но опять-таки есть разные психологи, есть а-ля вот эти инстаграмные психологи, которые неизвестно чему учат, Мгм. и мужчина должен тебе миллионы домой приносить, а ты Да, как бы да, да, да. рождена как королева, как мне одна В сказала. космос отправлять Ну должна да. энергию. А нужно работать над собой, нужно видеть свою сторону, нужно работать над своими дефектами характера. Это, ну, обязательно. И в то же время повышать качество своей жизни. Гарат, спасибо большое. На самом деле, Спасибо. очень был интересный разговор, и я думаю, что вы на все вопросы практически Да, я ответили и со надеюсь. всех сторон мы их рассмотрели. Спасибо. А, Друзья, если вам понравился выпуск, то комментируйте, лайкайте, давайте распространим его как можно больше, потому что, ну, на самом деле, если проблема есть, то вот хотя бы методом просвещения попробуем ее решать. Да, она есть, она будет расти в любом случае. Да, это неизбежно. Поэтому, конечно же, максимально нужно об этом чаще говорить со своими родными, близкими. Ну и репостите тоже, да. Спасибо. Спасибо.